안녕. Сегодня хотелось бы немножко углубиться в историю и разобрать смерть одной из участниц Кары. Странностей там немало, кстати. Кара — это одна из первых групп, с которых началось мое знакомство с миром кей-попа, да и в целом культурой Южной Кореи. Официально с этой группой связано 3 смерти, но сегодня мы разберем случай Гухары. С чего все началось? 10 сентября 2018 года у Гухары состоялась встреча с ее менеджером. Обычный день, что может пойти не так? В телефонном разговоре с своим бывшим Чхве Джон Бомом она не уточнила всех присутствующих, а лишь рассказала вкратце, что это была встреча с менеджером по рабочим вопросам. А мужичок, будучи под сильным влиянием алкоголя, что-то у себя в уме нафантазировал и взъелся. Якобы на той встрече она ему изменила. Затем, 12 сентября Гухара пошла в салон, где работал ее бывший, чтобы объясниться, но ее выгнали домой. И уже ночью, 13 сентября, без 30 часу, Чхве Джон Бом, все еще будучи пьяным, необоснованно вломился домой к Гухаре и начал ее пинать словами «Вставай, сука!», пока она спала. Войти в квартиру ему проблем не составило, так как у двери была дата их первой встречи. А когда она проснулась, он схватил ее за волосы и начал швырять куда ни попадя. Бытовые переборы, об двери и так далее. То есть ему было абсолютно без разницы, куда она полетит. Звучит как сюжет блокбастера, но, к сожалению, оно таки было. Тому есть подтверждение. Когда бойня закончилась, он собрал свои шмотки и, уходя из дома, заявил, что, как оказывается, у него есть интимное видео с ней, которое он угрожал слить в сети интернет, чтобы якобы закончить ее карьеру знаменитости. Здесь складывается такое ощущение, что он с ней сошелся, чтобы пропиарить себя ради увеличения клиентской базы. Естественно, такого рода заявочка ошеломит любого человека. Вот она и ринулась за ним вдогонку умолять, чтобы эти камеры никуда не выкладывались. Также на записях с камер видеонаблюдения четко видно, что у Гухары не оставалось сил даже держаться на ногах. И как она звонит по дороге, просит о помощи. На этом сюрпризы не закончились. По камерам также видно, что он приехал не один. А это означает, что все было спланировано и договорено заранее. В тот же час паренек сделал звонок в полицию со словами «Моя девушка напала на меня» и уточнил, что это было односторонним избиением. Чхве Джон Бом в 15:30 по корейскому времени того же дня пришел в участок снимать побои. На нем были лишь царапины на лице и плечах, что уже дает намек на самозащиту. Естественно, человек самопроизвольно начинает царапаться, чтобы выбраться. Гухара решилась и тоже опубликовала фотографии своего сильно ушибленного тела. Вот сейчас лучше уберите детей от экрана. Готовы? Здесь у меня выпала челюсть. Это уже не Гухара, а ходячий мертвец. И это лишь состояние ее конечностей. А что же с остальным телом? На это также есть ответ. Диспатч опубликовал официальное заключение врача, которое она получила во время лечения травм. Вот документ, на котором констатированы повреждения и кровотечение внутренних органов, шейно-лицевые травмы, повреждение жевательной системы и куча всего в результате нападения. А как мы знаем, если кто-то однажды соизволил такое сделать с человеком, то каждый следующий раз будет все с более тяжкими последствиями. Еще интересный факт, что она сменила место жительства после инцидента. Неужели были угрозы, которые сподвигли ее на такую крайность? Есть одна вещь, уж очень странная. До всего этого 9 мая 2018 года в сети был опубликован фейковый пост о попытке самоубийства. Агентство эту информацию опровергло, предъявив доказательства. Гухара действительно находилась в больнице на обследовании, связанных с пищеварительной системой и сном. А уже 2019 года того же месяца Гухара была найдена ее менеджером в бессознательном состоянии у себя дома. Ровно за 10 дней до этого, а конкретно 16 мая 2019 года, Чхве Джон Бом опубликовал пост у себя в Инстаграм с извинениями перед публикой и весело сообщил об открытии своего нового салона. Какое совпадение, да? Больница не смогла доказать стопроцентно, что это была попытка суицида, а сама Гухара конкретных комментариев по этому поводу не давала. Здесь есть только два объяснения этому. Либо она не помнит, что произошло, либо она боялась в чем-то сознаться. Когда Гухары не стало, как выяснилось, она участвовала в расследованиях о незаконных съемках.
То есть девушка хотела добиться правды. У нее была цель в жизни, и не одна. Смысл ей накладывать на себя руки. В итоге, смерть ее близкой подруги Солли и следом смерть самой Хары. Официальные источники сообщали, что Солли оставила предсмертную записку в дневнике. Но как выяснилось позднее, это была не предсмертная записка, а личное расписание. А хотите знать официальную версию смерти Гухары? Суицид с предсмертной запиской. Сука, ну что за бред? Самое интересное, что ни записка, ни кадры с камер видеонаблюдения опубликованы не были. То есть мы должны верить голым словам. Все так складывается, что версия с самоубийством кажется ложной. Хотя и эта версия имеет место быть.